Друзья, приветствую вас на канале. Blackview R8 Pro – это доступные смарт-часы с приличным набором функций, которые не ожидаешь найти в устройстве подобной ценовой категории. Помимо стандартных средств для спорта и фитнеса, таких как шагомер, пульсометр, здесь есть инструменты для отслеживания физических показателей своего организма. Например, показатели артериального давления, насыщения крови кислородом или уровня стресса. Часы также могут успешно использоваться в качестве ассистента к своему смартфону, уведомления из приложений мессенджеров, а также возможность принимать и совершать исходящие звонки. Blackview R8 Pro будут хорошим решением для тех, кто уже перерос формат фитнес-браслетов, но еще не готов тратить на гаджет большие деньги. По сути, эти часы умеют практически все то же самое, что и более дорогие модели. В некоторых ситуациях они вообще им ни в чем не уступают. Однако, конечно же, есть моменты, на которых сэкономили, и о них мы, конечно же, также сегодня поговорим. Технические характеристики вы можете наблюдать сейчас на экране. А мы давайте поговорим о комплектации, тем более есть здесь что рассказать. Вообще, компания Blackview уже более 10 лет разрабатывает и производит доступные гаджеты и устройства для самых разных целей. Если мне не изменяет память, то они начинали с производства кнопочных телефонов. А сейчас уже есть смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и, конечно же, смарт-часы. Собственно, философия компании Blackview заключается в том, чтобы сделать свои устройства максимально доступными, причем как в плане цены, так и в плане рынка сбытов. Не зря здесь нарисована схематическая карта мира. Ладно, не будем отвлекаться. Упаковка достаточно приятная, прочная. В углу есть пометочка, что это у нас R8 Pro. Здесь какая-то информация о производителе. Что же было у нас в комплекте? В комплекте, собственно, есть инструкция пользователя. Здесь она на 3 языках. Это испанский, английский, немецкий. Также у нас в комплекте был кабель, магнитный кабель для подзарядочки. Вот такой вот примерно полметра с магнитной площадочкой. Все, в принципе, стандартно. А вот что не стандартно, так это запасной ремешок. Точнее, запасной ремешок я уже одел на часы, а это у нас вот основной черный. Основной у нас идет одноцветный черный, а дополнительный у нас вот такой вот красный с черным. Причем я сначала думал, что он красный, еще подумал, это женский вариант. Но нет, красная сторона здесь внутренняя, а внешне он черный и с такой вот красной строчкой. В общем, мне даже больше нравится, чем основной. Blackview R8 Pro получили классический дизайн с таким круглым дисплеем, что позволяет использовать такие интересные аналоговые циферблаты. Размер, на мой взгляд, скорее мужской, чем женский. И громоздкой этой модель назвать нельзя. Вот так вот, в принципе, на руке, на моей, не слишком крупной. Управление осуществляется здесь при помощи сенсорного экрана, а также 2 физических кнопок. Верхняя по совместительству, которая является колесиком. Видим, что я могу ею переключать режимы. В принципе, она участвует в управлении, и это очень удобно. Нижняя кнопочка у нас для вызова режима спортов. Между кнопками также можно заметить такое небольшое отверстие. Это отверстие под микрофон. Чувствительность здесь нормальная, то есть если находитесь за рулем или в помещении, собеседник будет вас слышать хорошо. Динамичек у нас расположен с противоположной стороны. Его громкости достаточно для комфортного разговора. Помимо разговоров, динамик может использоваться для других целей. Например, это оповещение о входящем звонке, то есть рингтон для будильника при тренировке, когда часы будут с голосом вам сообщать о пульсе, пройденном расстоянии и других показателях. Это, кстати, прикольная фишка. Корпус часика у нас изготовлен из пластика. Это понятно, что в данной ценовой категории нужно на чем-то экономить. Здесь сэкономили на корпусе, то есть он не металлический, а пластиковый. Но на внешний вид особо это как-то не влияет, то есть выглядят они в принципе неплохо. Такой вот материал, который просто более доступный. Водозащита здесь присутствует, часики защищены от брызг и дождя, то есть такая базовая, плавать в них нельзя.
С внутренней стороны расположили датчики, контакты магнитной площадки, можете посмотреть. Все, в принципе, стандартно, есть лого Blackview. Ремешок у нас здесь с быстросъемным штифтом, то есть заменить ремешок это буквально там дело нескольких секунд. Длина ремешка вместе с часами 250 миллиметров. Застежка здесь классическая, то есть самая обыкновенная застежка. Ну, собственно, вот так выглядит ремешок на руке. Что значит могу сказать по поводу материала? Он такой немного грубоватый, больше похож на резину, но зато нету от него как бы раздражения на коже, как от многих силиконовых ремешков, особенно дешевых. С внешней стороны как бы он более мягкий, внутри что-то типа резины. А черный ремешок, он такой полностью весь резиновый с двух сторон. Я постоянно ношу часы, даже сплю в них. И бывает вот от дешевых особенно моделей у меня развивается какая-то аллергия. Появляется раздражение, начинает чесаться, потом еще появляется покраснение, которое держится пару дней. Ну, в общем, приходится менять руку ношения. И вот от этого ремешка у меня нет такой реакции. Это как бы плюс. Так, еще один момент положительный, это правильное расположение кнопок. То есть, если, например, носите на левой руке, на левой, то тогда при сгибании, получается, вы будете упираться в корпус часов, а не в кнопки. То есть, кнопки разнесены на правильном расстоянии. Этот момент очень важный, он меня очень сильно бесил в моих Amazfit Bip стареньких. То есть, как бы, если на левой руке носить, я там просто постоянно включал, запускал тренировку. Еще один позитивный момент касается экрана, точнее его защиты. Вот можем посмотреть, здесь у нас над экраном установили металлический безель. Неподвижный он здесь, он выполняет декоративную функцию и функцию защиты, защитную функцию. То есть при контакте часов с окружающими, скажем так, предметами он убережет экран от разбития. Ну и, соответственно, металл выглядит симпатичней. И, конечно же, он прочнее, чем пластик. Поэтому здесь кольцо сделали металлическое. Ну а если говорить об экране, то он получил разрешение 360 на 360 пикселей, что достаточно для детального отображения информации на циферблате и элементов меню. То есть вообще в плане детализации никаких вопросов у меня нет. Для экрана использовали IPS-матрицу, поэтому функции Always On Display здесь нет. Да и контрастность, конечно же, не такая высокая, как у OLED-дисплеев. Но в целом экран приятный, обладает достаточным уровнем яркости, чтобы комфортно пользоваться часами на улице. В часах предустановлено несколько неплохих циферблатов, их можно менять, прокручивая колесико на главном экране. В приложении вы, конечно же, найдете еще множество циферблатов, которые через Bluetooth можно загрузить в часы. Ну, для примера, вот я вам покажу некоторые из них. Мне как бы нравится, выбор очень большой, то есть хотите, если какие-то информативные, чтобы побольше информации, хотите какие-то минималистичные, пожалуйста. В приложении вы найдете любые, цифровые, аналоговые и так далее. Что касается чувствительности сенсора, четко реагирует на касание, то есть никаких вообще проблем с этим нет. Я без проблем могу нажать на нужный какой-то элемент, который мне надо, даже если он мелкий, запустить все, что мне необходимо. Видите, все отлично работает. Поддерживаются свайпы, то есть жесты такие. Ну, как бы в этом плане тоже никаких проблем. Меню часов и навигация по разделам организовано привычным способом. То есть у нас здесь идет центральный экран с часами, циферблат, который можно сменить при помощи колесика, или можно также сменить циферблат при длительном касании, пожалуйста, и выбираете таким вот обычным способом. Так, что еще? Выше циферблата у нас находится экран с быстрыми настройками. Здесь можно активировать режим «Не беспокоить», здесь есть фонарик, можно перейти в режим разговоров.
Также можно перейти в общие настройки. Яркость регулируется здесь только в ручном режиме, автоматической регулировки нет, ну так как датчика здесь нет. В общих настроечках можно как бы сбросить до заводских, можно перезагрузить, выставить яркость и время подсветки, можно выставить громкость звука и можно включить или отключить вибрацию. Так, что еще? Ну, по настроечкам, как бы по общим настроечкам все. Помимо классического отображения, как вы уже видите, здесь есть вот такое вот отображение сотами. Все это также меняется в настройках. Вот сотами есть еще круговое отображение. Вот так вот можно выбирать нужное меню. Ну и такое вот более классическое. В принципе, мне больше вот такой вот списком нравится. Здесь все подписано и как бы более понятно. Ниже главного экрана находятся сообщения. Сообщения из приложений. Каких приложений вы хотите получать сообщения, то вы, естественно, выбираете в приложении на смартфоне. Поддерживается лишь 57 символов, поддерживается кириллица. Если сообщение будет больше, чем 57 символов, то оно обрезается, и как бы вы прочитать его полностью можете на смартфоне. Ответить на сообщение с часов нельзя, только уведомления. Так. Справа от главного экрана идут карточки с функциями. Первая отвечает за суточные показатели активности, то есть здесь отображается пройденное расстояние, калории и количество шагов. Также вторая карточка у нас отвечает за функции звонков, то есть здесь вот есть адресная книга, она на 100 контактов, синхронизируется через приложение. Есть журнал звонков, есть ручной набор и так далее. Третий экран у нас показывает суточную кардиограмму и текущий пульс. Четвертая карточка показывает насыщение крови кислородом. Ну, давайте подробнее расскажу о некоторых моментах. Часы могут работать в двух режимах. Для этого вот нужно зайти в переключатель. И здесь есть такой пункт, как Bluetooth коммутатор. В таком виде, как сейчас, часы лишь уведомляют о звонках, как в обычных фитнес-браслетах. Если вы хотите разговаривать часы, тогда вы включаете коммутатор, и у вас появляются вот активные все вот эти пункты. То есть появляется клавиатура, вы можете набрать номер вручную, у вас появляется журнал звонков, у вас есть адресная книга. Ну, здесь вот у меня один номер я добавил для пробы. Ну а вообще вы можете до 100 номеров добавить из смартфона. Так, я отключу, потому что, чтобы сейчас никто мне не позвонил и не сбил запись. Так, давайте теперь посмотрим следующий экран. Это у нас пульс. Собственно, здесь что у нас показывается? Понятно, суточная как бы кардиограмма, минимальное и максимальное значение, а также текущий пульс. Текущий пульс, значит, показывать будет все время, пока часы у вас на руке. Следующий экран у нас насыщение крови кислородом. Кстати, хочу похвалить и пульсометр, и оксиметр за точность. То есть я сравнивал с более дорогими моделями часов. Вот у меня есть еще Samsung Galaxy Watch 5. И точность очень хорошая, совпадает. У меня также есть вот такой вот тонометр Omron наплечный. И все тоже совпадает. Так, ну вот видим, идет сейчас измерение. Я, конечно, часы надел не плотно, поэтому могут быть какие-то погрешности. Но тем не менее, сам как бы смысл, я думаю, понятен. Следующий экран касается стресса. То есть это показатели стресса. Можно это выставить, чтобы все эти измерения были в автоматическом режиме. Можно все измерения проводить вручную. То есть как вам больше удобно. Интервал измерений также можно выбрать. Например, от 1 раза в 10 минут до 1 раза в 6 часов. Следующий экран у нас показывает, как вы спали последней ночью, то есть общее время сна.
количество глубокого сна, количество, скажем так, поверхностного сна. Здесь вся информация предоставлена в таком вот упрощенном, но понятном виде. Если вы хотите детали, то за деталями следует, конечно же, обратиться к смартфону. Далее идет вкладочка «Погода». Погода подтягивается со смартфона при синхронизации. Ну и последняя карточка – это артериальное давление. Здесь расскажу поподробнее. Я, конечно же, не ждал, что бюджетные часы будут точно измерять артериальное давление, но небольшая надежда была, особенно после точных пульсометра и оксиметра. Но она не оправдалась, а часы показывают всегда примерно одни и те же показатели, то есть вот 120 на 80, грубо говоря, они всегда показывают, хотя в реальности даже близко не такое. Я вот наплечным тонометром в течение недели измерял, сравнивал показатели, и вообще ни разу оно не совпало. То есть здесь всегда там 117 на 80, 116 на 80, какая-то отфонарщина. Ну и опять же, если считаете, что как бы часы в принципе не могут измерять, то как бы спешу вас разочаровать или, не знаю, или обрадовать. Ну вот на Galaxy Watch 5 у меня есть также измерение артериального давления, и измеряет прям очень-очень точно, там с погрешностью там 1-2 пункта. Но, во-первых, это часы, которые намного дороже, во-вторых, их нужно калибровать сначала с тонометром, а потом уже раз в месяц повторно калибровать. Эти часы не калибруются, естественно, показывают они погоду на Марсе, поэтому можно считать, что давление здесь не показывает. Что касается спорта, то здесь как бы нажимаем нижнюю кнопку и открываются у нас режимы. Всего как бы я насчитал 24 различных вида спорта, 24 вида активности. Здесь есть и основные, вроде бега, ходьбы, езды на велосипеде, и также есть игровые, вроде баскетбол, футбол, теннис и так далее. Есть даже вот вроде гимнастика, там прыжки и так далее. Ну, вроде как много различных режимов, да. В зависимости от активности на экране может отображаться различная информация. В любом случае это будет пульс в реальном времени, а также это может быть расстояние, сожженные калории, количество повторов и так далее. Детальная статистика по тренировке доступна в приложении на смартфоне. Встроенного GPS в часах нет. Поэтому, если хотите точный трек пробежки и расширенную версию статистики по показателям, то нужно брать смартфон с собой. Ну а теперь давайте посмотрим на общее меню, которое находится правее от главного экрана. Так, здесь некоторые моменты уже как бы повторяются, но есть как бы и уникальные приложения, которые можно использовать только через это меню. Например, здесь вы найдете полезные инструменты, вроде секундомера и таймера. Ну, я думаю, нет смысла показывать, как бы секундомер и таймер, это в принципе понятные вещи. Также здесь есть, так сказать, приложение музыка, с помощью которого можно переключать дистанционно на смартфоне треки, можно также ставить на паузу, можно регулировать громкость. Более полезно считаю будильничек, да. Ну, будильничек у нас работает и настраивается непосредственно с часов. То есть смартфон даже здесь вообще не нужен. Выставляете время, дни повторов, и, пожалуйста, он вас разбудит в заданное время. Есть не совсем понятные какие-то измерения, допустим, частота дыхания. То есть часики считают количество ваших вдохов в минуту, потом выдают оценку типа нормально, слишком медленно или слишком часто. Не знаю, для чего это, но вот более полезно инструмент дыхания для снятия стресса. То есть, следуя подсказкам на экране, когда мы запустим, можно достаточно сильно понизить стресс. Есть такая вот техника дыхания даже у буддистов, да в принципе и в йоге это используется. Ну, в общем, правильное дыхание это полезно. Также можно найти телефон, перейти в настройки. Есть, опять же, переход в режим звонков. Больше всего меня удивило, что здесь даже есть пара игр. Первая игра у нас что-то такое вот типа птичкой нужно лететь и нажатием просто стараться пролетать препятствия. Вторая игра у нас головоломка. Головоломка в стиле пятнашек. Вот такая вот игра. Ну, в принципе, не думаю, что кто-то будет играть на часах.
Так, что еще? Есть голосовой помощник, есть фонарик. Ну, фонарик это у нас просто белая заливка экрана. В принципе, допустим, подсветить замочную скважину можно, но как бы что-то более серьезнее вряд ли. Есть калькулятор, это действительно может пригодиться. И есть женский календарик, который предварительно нужно настроить в приложении. А теперь покажу приложение, которое работает с часами. Оно называется GloryFit. И хорошо мне известно, так как оно работает со многими китайскими производителями смарт-часов, например, MiLab или Kai-Select. На главной странице можно посмотреть основные разделы, в каждый из которых можно зайти для более детального изучения статистики. Например, кликнув на шаги, вы увидите суточную статистику по часам. Можно также посмотреть данные за неделю или месяц. Аналогично обстоят дела с пульсом, показателями сна и насыщения крови кислородом. Фиксируются минимальные, максимальные значения, а также можно посмотреть показатели за интересующее время. Просто нажимайте на графики на нужном участке и видите показатели, полученные в это время. Здесь же можно найти статистику измерений артериального давления и показателя стресса. А если какой-то из разделов вам не нужен, ну, например, вы хотите убрать бесполезные измерения артериального давления, то с легкостью это можете сделать, убрав галочку в соответствующем разделе настроек. В разделе «Спорт» сохраняются все ваши активности. После тренировки вы можете зайти и посмотреть свои показатели, расстояние, время, темп, количество шагов и сожженных калорий. Если бегаете с телефонов, то будет записан трек с наложением маршрута на карту. Дополнительные вкладки отвечают за детальные отчеты, графики, на которых визуально можно оценить эффективность тренировки. Здесь есть графики скорости, пульса, высоты над уровнем моря. Для профессиональных спортсменов и продвинутых любителей этой информации будет, конечно, мало, а вот для новичков и обычных обывателей этого достаточно. Нет смысла сразу покупать часы за несколько сотен долларов, нагрудные датчики, прочий инвентарь, если вы просто бегаете по утрам для удовольствия и не ставите цели пробежать марафон. А вот что мне понравилось в плане спорта, так это то, что в настройках можно включить голосового ассистента, который периодически будет озвучивать пройденное расстояние, пульс и затраченное время на километр. А также можно установить лимит пульса, при превышении которого часы будут вас оповещать голосом. Последняя вкладка касается настроек работы часов, оповещений и многих других параметров. Покажу только самое основное. В разделе «Часы Bluetooth на линии» можно синхронизировать контакты с телефонной книги. Всего на часы можно перенести до 100 контактов. В разделе «Настройки часов» можно загрузить дополнительный циферблат. На текущий момент доступно 195 циферблатов и периодически добавляются новые. Все показывать, естественно, не буду, но пару страничек есть для примера. Также можно создать свой циферблат, использовав фото или картинку в качестве подложки, а также выбрать цвет цифр. Далее идут настройки измерений. Пульс измеряется в автоматическом режиме, круглосуточном или вручную. Насыщение крови кислородом измеряется вручную или по заданному графику. Можно выбрать интервал измерения от 1 раза в 10 минут до 1 раза в 6 часов. Измерение уровня стресса также можно автоматизировать. Ну и последний пункт – уведомления. Нужно выбрать приложение из списка, если вы хотите получать от них уведомления. Если приложение в списке отсутствует, то просто нажимаете «Другие напоминания» и выбираете из любых установленных на смартфоне приложений. То есть фактически уведомления можно получать из абсолютно любых приложений. Ну что ж, а теперь личное впечатление, так как это немаловажно, да, опишу работу часов и свой опыт взаимодействия с ними. Начну с основного. Часы удобные, они хорошо сидят на руке, экран достаточно яркий, чтобы пользоваться ими под открытым небом. Ремешок удобный, раздражения, отношения на коже нет. Управление понятное, радует наличие колесика. Есть, конечно, огрехи перевода в некоторых разделах, особенно в приложении, но если такие моменты вас не раздражают, то в целом работает приложение с часиками неплохо. Разговорами пользуюсь нечасто, но иногда они действительно выручают. Собеседники отмечают, что меня немного хуже слышно, в плане немного тише, но это понятно, это из-за удаления микрофона. Все логично. Мне собеседника слышно нормально, вибромоторчик в часах мощный.
Но чувствуется, что недорогой, так как при вибрации отчетливо слышно жужжание внутри корпуса. Что касается автономности. Производитель заявляет о 7-12 днях ежедневного использования, скажем так, в нормальном режиме. Да? У меня со всеми включенными измерениями автоматическими часики работают ровно 7 дней. При этом яркость всегда максимальная. Тренировки через день, ну иногда все-таки разговаривают через громкую связь. Ну и как бы 7 дней. То есть если уменьшить частоту измерений, потому как у меня стоит там максимальная, там каждые 10 минут и круглосуточно все, то я думаю, они без проблем там проживут 10 дней, может даже у кого-то и заявленных 12 дней протянут. Часы по своему назначению являются устройством-компаньоном. Они взаимодействуют с вашим смартфоном и не предназначены для самостоятельного использования. Ну, хотя не так даже. Они, конечно, могут измерять автономно пульс, шаги, оксигенацию и другие показатели, но вот при звонках как бы их самостоятельно использовать нельзя, так как они используют радиомодуль вашего телефона, ровно как и GPS-модуль при беге. Часы можно использовать для спорта, так как показатели, которые они считывают, довольно точные, но возможности в приложении и статистика удовлетворят лишь каких-то начинающих спортсменов, а также обычных пользователей, ведущих здоровый образ жизни. За здоровьем помогает следить пульсоксиметр, а вот измерение артериального давления здесь работает некорректно, и на него ориентироваться точно не стоит. А в целом Blackview R8 Pro это хорошие смарт-часы начального уровня с точными датчиками и возможностью разговоров. Это отличный выбор, если вы хотите смарт-часы, но ограничены в финансах. Или вы уже пользовались раньше фитнес-браслетом, но хотите формат часов, а заодно увеличить функциональность устройства и попробовать что-то новенькое. Собственно, на этом все. Если видео было вам полезно, ставим лайки, подписываемся на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч.